О, это страшное советское детство с резиновыми игрушками пугающего дизайна, в чьих глазах отражалась вся боль советских детей. Рассмотрим для начала наиглавнейший феномен среди советских игрушек – это куклачев. Игрушка в виде мужика-клоуна. СССР выпускала резиновых куклачевых до того, как это стало мейнстримом. И это факт того, что это не стало мейнстримом. Резиновая кукла настоящего мужика. Как вы знаете, куклачев жив, и это не может нас не радовать. Как получилось так, что он стал легендой при жизни? Написано было на одном из сайтов, что игрушка выпускалась с целью популяризации его театром. По другой версии, Куклачев был айдолом среди детишек, и поэтому «Мам, я хочу Куклачева!» Но у нас есть Куклачев дома. К Куклачеву я не испытываю никаких светлых чувств, как вообще к любому живому существу на этой планете, но почему-то, начав писать сценарий, мне захотелось изучить его биографию. Этим я занимался на протяжении 2 часов, и вот что я узнал. Я узнал, что у него мощная крыша, и он очень любит судиться, поэтому я узнал, что он вот такой вот мужик. Однако резиновый куклачев имеет разнообразные виды, которые вы еще не видали. Вид первый – транс-куклачев. Транс означает, что он типа transparent, типа чистой душой. В его руках вы можете наблюдать жертвенное животное, преимущественно желтого цвета, которое молит о прощении с расширенными зрачками. Но как вы видите по выражению лица Куклачева, он неумолим. Он уже все решил для себя и от своего не отступит. Характер его прически выдает в нем протагониста, стоящего на небоскребе, ветер дует ему в лицо. Возможно, он прощается с киской. Вот такой мужик. Туфли необычной формы и окраски могут намекать, а могут и не намекать, в зависимости от степени вашей испорченности. Суровый взгляд голубых глаз, выщипанные брови и современный мейк – это то, что ставит этого Куклачева на первое место среди всех остальных видов. Данный вид является официальным прототипом куклы Чакки. Ариец. Здесь кот чувствует себя в большей безопасности, несмотря на то, что Куклачев готовится запустить кота в лицо случайному прохожему. Прическа все так же небрежна, что намекает на то, что героя не интересует мнение окружающих, и он совершенно уверен в себе. Вид третий – седой. Глаза потемнели, что означает, что конец его близок, и он понимает это. Кот тоже на последнем издыхании, в его глазах видно отчаяние и безысходность от понимания того, что он вот-вот нагадит на руки Куклачеву. После чего уже мы попрощаемся с киской. Вид четвертый – голый, для любителей экзотики. И Брежнев. Игрушка номер 2. Футболист. Особенность ее в том, что футболист следит за тобой всегда, где бы ты ни находился. Он что-то знает, либо он что-то видит, и это что-то его пугает. Он хочет предупредить, но не может говорить. Эти гуманоиды не поддаются классификации, однако я попробую. Человек-лук, который занимается сумо. Призрак младенца без глаз. Вероятно, производители учли пожелания родителей после выпуска футболиста. Человек-гриб также не понимает, за что его создали таким. Буратино, нормально в принципе. Северокорейская женщина в шоке и 2 фурии. Далее курящие украинцы. Они действительно курили, ходят слухи, что они до сих пор курят. Буратино в 2D игрушка обучающая, потому что демонстрирует детям, что будет, если не смотреть сначала направо, потом налево при переходе дороги. Возмущенный кролик, который тебя ненавидит. Карлсон, перенесший трепанацию черепа. Желтый ребенок. Вот просто желтый ребенок и все. Ему плохо. Секси Буратино идет домой после удачной смены на заводе в своих очумелых красных сапожках. Я долго вспоминал, где я видел это хитрое задорное лицо, и наконец вспомнил. Господи, как скучно. Гомункул со странным образованием вместо ушей. Я понимаю дизайнера, рисовать уши это та еще пытка. А на самом деле это Кьюпи, немецкая кукла, созданная американским дизайнером. Вернее, ее копия, с которой что-то пошло не так. Этот младенец на самом деле взрослый мужчина, которого подвергли опытам. Знаете, есть фильм «Пивень». Вот никогда его не смотрите. Я знаю, о чем говорю, поэтому и не смотрел его. Этому мужчине вживили внутрь советский суперкомпьютер, который изучает, как работает организм человека. Мужчина страдает и молит о том, чтобы его отпустили на свободу, как и все советские люди. Здесь более древние куклы, которые должны были служить для детей примером того, как надо улыбаться, видя плакаты с лидером. Но производители никогда не видели улыбающихся детей, поэтому в ход пошла фантазия. Фантазия закончилась, когда нужно было придумать еще одно лицо. Но еще одно лицо это слишком много и не положено. Достаточно одного лица на всех. Возможно, дизайнер, я не побоюсь этого слова, хотел увековечить в этом произведении свою дочь, что пугает еще больше. Бесполые куклы с вживленными чипами. Чтобы кукла закричала «мама», ее нужно перевернуть. Я в детстве такие куклы тряс, потому что так веселее. С тех пор мало что изменилось.
В СССР был очень популярен набор доктора. У меня такой был, и мне очень он нравился. Я всех лечил и до сих пор лечу, втираю всякую дичь. Вам, например, втираю. Такие игрушки, как набор доктора, игрушечные весы, тракторы, мини-швейные машинки и так далее, стали производиться в больших количествах в связи с принятием в декабре 1958 года закона об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР. Короче, детей готовили к тому, что они всю жизнь будут работать на примерно 4 профессиях. У меня были такие игрушечные гирьки и весы, и из этого я мечтал стать продавцом. Да, это был максимум того, о чем я мог мечтать с такими игрушками. Также была маленькая игрушечная пианино. Нет, играть я не научился, но подобрал клавишу, которая издавала звук дверного звонка. Я нажимал ее периодически, чтобы увидеть, как мама и бабушка бегут к двери. Вот такой мразью я рос. Потом меня раскрыли и отобрали пианино. Так мой музыкальный путь закончился. Это удивительная игрушка. Играющий в пинг-понг 2 голубых мальчика с прической горшок. Знаем мы такой пинг-понг. Судя по всему, эта игрушка была скопирована с японской, но не факт, что японцы ее тоже не скопировали. Водолаз. Водолаз – это легенда. Водолаза подкидывали ребенку в ванну, когда тот отворачивался, чтобы спровоцировать конвульсии. По мере того, как водолаз заполнялся водой, он шел на дно и становился уже утопленником. Очень креативно придумали советские дизайнеры. 2 в одном. И даже 3. Если дуть в трубочку, можно узнать, пил ли ваш ребенок. Одновременно с этим водолаз всплывал на поверхность со счастливым лицом, потому что ребенок все-таки дунул. Так дети узнавали законы физики. Если дунуть в утонувшего водолаза, он всплывет. Игрушка действительно хорошая, но все равно страшная. Этот плотоядный гриб тоже не вызывает доверия. А вот доктор Айболит создает впечатление понимающего врача из психиатрической лечебницы, который ночью проводит опыты над пациентами. На этом кадре вы можете заметить, что он замышляет неладное. Что конкретно он замышляет? Не будем заострять на этом внимание. И перейдем к ползущему младенцу, более известному как ребенок киборга, нано-младенец и первый в мире андроид. На самом деле это американская игрушка, но я не мог удержаться от ее демонстрации, чтобы вы понимали, насколько прогнил Запад. Идея, конечно, хорошая. Дело в том, что это продавалось именно в таком виде. Вы могли подумать, что корпус тела не сохранился, а нет, его просто не было. Я думаю, вы понимаете ужас детей, которым это доставалось в подарок. Теперь сущности в виде гномиков. Хотели бы себе таких садовых гномиков? Львенок или заяц хиппи, а возможно просто бомж. Он потаскан жизнью, и на его лице глубокие морщины. А в руках у него листья, а возможно это бананы, что говорит нам о том, что это скорее всего обезьяна. Тем не менее, идея добавить волосы к уже довольно страшной резиновой игрушке наводит на мысль о том, что не всегда дизайнерам советских игрушек удается скрыть свою ненависть к детям. Этот мышонок у меня был в детстве. Главная задача любого ребенка была оторвать вторую руку от его корпуса. Посмертная маска зайца из «Ну погоди». В его глазах запечатлены последние секунды жизни. Рука волка, обрубленная на минуточку, держит обрубленную в очередной раз голову зайца. Это был значок, который советские дети с гордостью носили на своих туловищах. В знак особой любви к этим мультперсонажам и, в принципе, ко всем живым существам. Существо, которое вот-вот заплачет. Это волк из «Ну погоди». Смотрит на вашего ребенка и гипнотическим взглядом старается его развивать. Если на вас смотрят с выжиданием такое, довольно трудно не собрать пирамидки за 3 секунды, чтобы больше никогда не видеть эту печальную рожу с застывшим взглядом. Однако были и довольно милые игрушки, даже в СССР. Вот, например, этот бегемотик. Посмотрите, какой он милый. Вот, в общем-то, и все. Самое пугающее в этой ситуации то, что у целых поколений эти существа вызывают чувство ностальгии. Ну, как говорится, спасибо и на этом. Спасибо, что детям давали хоть какие-то игрушки, а не швыряли в них картошку, разрешая с ней поиграть. У меня есть телеграм-канал, подписывайся. Это все, пока.